Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про порнографию, про реальную зависимость, от которой сложно избавиться, наносит ли она вред здоровью человека, и про то, как она разрушает отношения между мужчиной и женщиной, и вообще семью и брак. Одним из видов любви называется таким красивым словом эрос, которое олицетворяет страсть и удовольствие. И вот древние греки отдавали этому виду любви частичку страха, потому что страсть приводит к потере контроля над собой человека. Распад души ведет к сжиганию человека изнутри, и представляется дорога пороков такая, как большая свободная трасса, а вот путь как раз избавления от пороков, он крутой и трудный. Фридрих Ницше сказал, что человек — это канат, закрепленный между зверем и сверхчеловеком. Сверхчеловек вдохновленный, творческий, где-то даже, может быть, героический, а то, что связано со зверем, это все такое самое низменное. Это страх, это нелюбовь, отрицание. И вот что называется, когда человек на таких совсем низких вибрациях, да, ведь как раз когда человек с таким, с чистым сознанием качеств, то к человеку такое все самое низменное, оно как бы даже не липнет, скажем так, да, оно не прикрепляется к человеку, человек проходит мимо всего этого. Ну, люди вообще падки на что-то такое не очень хорошее, меня вот поражают эти очереди в фастфуде, там, колонны машины, в принципе, много людей, но у вас же есть выбор питаться здоровой пищей. Нет, люди принимают такое решение, так же, как у вас же есть выбор не включать эту порнографию, да, в таком количестве, по крайней мере, заняться чем-то другим, направить свою энергию в какой-то другой поток. Ну, вот я общалась с разными мужчинами, и касаемо этой темы, молодые, там, взрослые, у нас же все идет из головы, мы себе даем какую-то установку, и таким образом близость, она как у мужчины, так и у женщины происходит из головы также. Поэтому мы сами можем быть хозяинами и не быть рабами своих инстинктов. Но, конечно, если говорить про мужчину, мужчина, конечно, более все физиологично, и я думаю, что многие ознакомлены, что если мужчина там будет долго терпеть, да, то это просто будет со здоровьем, да, не очень хорошо может сложиться. Считается, что половые инстинкты одни из самых сильных, поэтому через эту тему можно воздействовать на человека. И социологи заявляют, что пристрастие к порно является психическим расстройством и вообще стоит как угроза к того, чтобы человеческий вид вообще существовал в будущем. Вот это постоянная гонка за вот этим удовольствием. Организм тоже подталкивает, потому что дофамин, который вырабатывается при получении удовольствия, ему постоянно нужно как в топку кидать. Это можно сравнить с едой, когда мы кушаем с усилителями вкуса, организму это нравится, такой кратковременный эффект, и он потом, когда заканчивается, он требует снова, да. Сигнал организма дается такой, что давай, хозяин, еще. 90% мужчин смотрят порнографию. Женщин, кстати говоря, тоже немало. И вообще еще вот есть такое, да, что там где-то под подушкой, где-то под покрывалом, чтобы никто не видел, звук потише, там, да, как описывают. Ну, и есть еще вот это немножко вот на эту тему фильм «Стыд», да, вот само название «Стыд», то есть было вот эта вот ассоциация с чем-то стыдным.
Почему порнография, во-первых, бесплатная, такая популярная, такая просматриваемая? Россия на 17-м месте по просмотру из стран, 92 миллиарда прибыль от всей этой порнографии, да, и, в общем-то, когда появилось кино, тогда и там раньше там на тарелках, на стенах, в общем-то, такая, да, эротика, картины также были с обнаженными женщинами, но просто когда появилось кино, все это уже появилось в движении, и сначала там цензуры не было, потом появилось, это все ушло онлайн тоже, да, или куда-то там, ну, ушло с экранов, и появилась с тем самым большая конкуренция, разные компании начали снимать, собственно, поэтому бесплатно все это и появилось за счет рекламы, каждый второй смотрит эту рекламу. И вообще есть фраза: если у тебя есть телефон, значит у тебя есть порно дома. Перед тем, как я перейду к проблемам порнографии, то, как это действительно вредит человеку, хотела бы отметить такое интересное наблюдение. Люди, которые занимаются этой проблематикой, выявили, что в странах, где господствует общество потребления, вот является раскрытая женщина проблемой. То есть женщину сейчас настолько раздели в плане одежды, да, раньше славянский там сарафан, да, и славянской девушки, женщины была одежда свободная, никаких там ни супер подчеркиваний форм, никаких глубоких декольте, и это влияет на то, чтобы мужчина шел домой, вот, чтобы этот выход был, потому что когда мужчина смотрит на это, у мужчины визуалы, появляется желание, и мужчина, как бы не получая выхода в реальной жизни, уже выход получает дома перед экраном. То есть приходит к такому мнению, что мода, обнажающая женщину, ведет к депопуляции, то есть исчезновению. И, возможно, место на Земле займут народы, где остается в традиции закрытость тела. Вообще, конечно, почему мы не сохраняем свои традиции, вот это вот вообще вопрос. Ну и замечено, что те, кто постоянно употребляет этот контент, мозг работает менее активно. Ну что ж, я перехожу к перечислению вреда, который наносит порнография. Пунктов этих будет очень много. Один из самых важных – это вот есть спор, там, полезно, это не полезно. Но в последние десятилетия выявили, что около 40% мужчин в возрасте 50 лет выявлены проблемы по мужской части. Проблемы эти очень серьезные. И вот те, кто увлекался очень сильно порнографией. Также надо сказать, что, конечно, как я ранее сказала, да, это психически очень действует. Вот, например, касаемо подростков, сейчас подростки стали гораздо раньше смотреть порнографию, чем смотрели старшее поколение. Не сама порнография так сильно вредит, сколько сам контент и количество просматриваемого это видео человека. Психика, конечно, меняется психика, и человек уже привыкает расслабляться перед экраном. Порнографии зависимость серьезная может быть, и абсолютно реально, и многие мужчины сталкиваются с этим, ставят себе цели, задачи, переправляют свою эту энергию в работу, вспоминают какое-то желание самореализоваться в чем-то, и там, вплоть до того, что это уже как некое достижение. Ну и у подростков формируется завышенное ожидание, потому что мы не будем забывать, что это фильм. Нам показывает фильм, где все обрезано, где сниматься это может, показывают 15 минут, а сниматься это может целый день.
где все отрепетировано, где все так идеально, и кожа такая вся, там работают на площадке специалисты, чтобы за всем следить, чтобы картинка была красивая, да. Но знаете, вот это вот контент тоже вот такой неестественный. То есть изначально, получается, подростки привыкают к этому неестественному контенту. В жизни все будет совершенно иначе. Я не говорю, что этого вообще не должно быть, потому что там, надо сказать, плюсом все-таки показывается хорошие отношения, опять же, я подчеркиваю, да, в определенных видео. Хорошее отношение друг к другу, что один заботится о том, чтобы было хорошо другому человеку. Это тоже не всегда, надо сказать, в жизни случается. Вот эти порноактрисы с неестественными эмоциями своими, честно говоря, просто вот то, что я видела, просто, ну вот я как женщина, я могу вам откровенно сказать, не верю я. Просто, такое вот искусственное. Вообще вот касаемо контента, такого искусственного, ненастоящего, оно же даже вот ролики какие-то открываешь там на том же самом Ютубе, вот какие-то шорты, да, где постановка, люди уже привыкли к этой постановке. Если какие-то там делают скетчи, да, они тоже с сюжетом, все тоже наиграно, да. То есть везде окружает вот этот контент. Но еще очень важный момент, то что сейчас много подростков, которые как раз-таки отказываются от отношений в то время, когда какая-то, может быть, первая влюбленность, вот эти вот еще настоящие там чувства. Что подростки сейчас выбирают порнографии. По статистике самые быстрые. Очень важная проблема порнографии в том, что показывается какой-то экстремальный уже жесткий контент, все жестче он становится. Потом человек так устроен, что человеку тоже много быстро что приедается. Но если бы не было другого контента, я думаю, что все было бы по старинке, да, но он появляется, поэтому, соответственно, люди смотрят. Потом люди какие-то с экстремальные съемки хотят перенести на реальную жизнь, и начинается недопонимание. Фильм все-таки он как раз-таки можно посмотреть и закрыть какое-то свое какое-то тайное желание. Из этого пункта еще вытекает то, что раньше человеку казалось противным, вообще человек раньше бы это не воспринял как что-то нормальное. Потом уже от большого количества пересмотренного для человека это кажется уже вполне себе. То есть нужно четко разграничивать, что можно делать в жизни, а что лучше не делать. Собственно, от этого человек может стать более, хладнокровным, что ли. Еще одна важная проблема. Те, кто регулярно смотрит порнографию, в постели оказывается достаточно вялыми. Человек обладает не только разумом и эмоциями, но и чувствами. И все это может воедино объединить душа. Не теряйте душу. Помните, как доктор Фауст, который заключил сделку с дьяволом. Мефистофель предоставляет все, и Фауст оказывается игрушкой, подверженный своим желаниям и удовольствиям, и теряет самое главное — свою человечность и возможность любить. Душа его оказалась пуста. И вот эту пустоту могут также ощущать те, кто употребляет этот контент. У нас центр находится здесь, а не внизу. Всем спасибо большое за просмотр. Увидимся уже на следующей неделе. До новых встреч. Пока.